Приветствую, дорогие друзья! Сегодня ровно 2 месяца, как я вышел из длительного сухого голодания. Сейчас середина лета, 28 июня, прекрасная погода и такое же прекрасное самочувствие. За эти 2 месяца я плавненько пошел в соединение с водичкой, потом с едой, прошел этап восстановительного питания. Ну и как раз поскольку это была весна, очень хорошо пошел березовый сок и дикоросы, которые начинают расти. Это сныть, иван-чай, крапива, подорожник, побеги сосны и елки. Из всего это делалось смузи. Такая, практически я был какое-то время на таком жидком питании. По физическому состоянию я не могу сказать, что произошло какое-то чудо. Может быть, просто потому, что у меня и так состояние, в общем-то, очень неплохое физическое. И, не знаю, куда еще улучшать его. Самочувствие великолепное, сплю как младенец, ни на что не жалуюсь. Всегда такое чувство бодрости, позитива. В общем, наслаждаюсь жизнью по полной. И в физическом теле, и психологическом, скажем так. Иногда смотришь, многие люди говорят, что появляются какие-то ситхи, какие-то изменения в теле, исчезают, может быть, какие-то болячки, происходят очень значимые изменения. Но еще раз говорю, я не хочу вешать, скажем так, лапшу на уши. То есть, что есть, то есть. Я всегда выдаю только то, что могу сам пережить, то, что только что сам ощущаю. Ощущение просто такого обалденного позитива жизни. Тем более сейчас лето, как вот можно не наслаждаться щебетом птиц, жужжанием слепней. Сейчас комарики уже появились, тоже пытаются подпитаться кровью. Бабочки летают, стрекозы. В общем, жизнь великолепна, тем более на природе. Не знаю, насколько я был бы в таком же позитиве в городе, но, наверное, городская жизнь просто уже у меня закончилась, эта история. Я, конечно, могу иногда там появляться, но, по сути, мне там скучно, мне там нечего делать. У меня там нет интереса к проявлению себя в социуме, в городе. Но всегда приглашаю социум к нам, посетить какие-то мероприятия, групповые отказы от еды, випассаны, темные ретриты. И часто люди, в общем-то, меняются очень сильно как раз не вследствие каких-то шаманских практик или еще чего-то, а просто присоединение с природой, со своей сутью, когда вы соединяетесь, в принципе, с тем, чем вы являетесь, становитесь одним целым. Тогда вы становитесь более заботливы к окружающему миру, а поскольку вы часть этого мира, вы также заботливы и к себе, к своему состоянию, к питанию, к психологическому состоянию. Я очень рад, что прошел вот эти 39, практически 40 дней. Так я и не нашел ответа, сколько это может продолжаться, но, может быть, когда-то еще продолжу. Поскольку выход был в очень хорошем оптимистичном состоянии, физическом и психологическом, то есть, можно было идти дальше. И даже я проводил уже начало семинара был, когда у меня практически начинался выход. Может быть, еще немножко поменялось отношение к еде. Поменялось в том смысле, что сейчас еда стала каким-то таким объектом, который нужен для поддержания, может быть, физического тела. Я сейчас не экспериментирую там для переходов на праноедение, у меня сейчас нет такой задачи, тем более летом, когда сейчас пойду скоро еще ягоды, как-то от этого отказываться, от соединения с подарками природы не хочется. Но тем не менее, какие-то виды питания я использую, просто чтобы поддержать физическое тело, и не всегда эта еда, скажем так, наполнена вкусами.
Там присутствует много куркумы, зелени. Иногда вот эти зеленые смузи, если туда не добавлять мед, ну они не самые вкусные. Но тем не менее понимаешь, что это довольно-таки полезная штука. И в общем-то ешь больше для пользы в небольших количествах, чтобы поддержать это физическое тело. Причем это происходит не каждый день, когда удается денек сделать без еды, денек второй без еды, тоже очень хорошо, и такое как бы погружение в воспоминания того состояния легкости, оно сразу как-то включается. Стоит тебе просыпаться, особенно когда и кадыши происходят, или просто ты просыпаешь и говоришь, я сегодня не ем. И на тебя так накатывает, опа, состояние такой необычайной легкости. Не надо заботиться о еде, о пищеварении, о туалетах, о всем прочем. Целый день свободен, посвящен всему, что ты хочешь. Помимо привязанности, зависимости от питания. Так я и не нашел заинтересованных людей для исследования тела в состоянии отказа от еды. Были попытки устроить какое-то шоу, там, типа посадить по стекло, давайте сделаем шоу. Вот. Но меня больше интересовали, конечно, медицинские показатели, медицинские исследования, то, что происходит. И поэтому, кстати, я никого сейчас не могу призывать к таким длительным отказам от еды, поскольку я не знаю, что происходит на физическом плане с телом. Как это влияет там, на печень, на легкие, на печенку, на селезенку, на почки. Я могу только предполагать. Я чувствую себя хорошо. И это такой основной критерий. Но что происходит в более тонких состояниях, как меняется состав крови, мочи, нет у меня медицинских показателей. Вот, может быть, в следующий раз или сам соберусь, или найду спонсора, что просто, ну, кто будет оплачивать вот эти медицинские исследования, поскольку, ну, довольно-таки дорогое занятие, если ходить не в поликлинике, в которых там в очередях там несколько дней простоишь, и еще записи там бешеные какие-то. А, ну, сейчас довольно-таки много коммерческих структур, которые довольно-таки быстро делают все эти анализы, но, по сути, дорого. У меня нет попытки и желания привлечь ваше внимание к столь длительным отказам от еды и воды, поскольку, ну, на каком-то этапе это может быть даже для некоторых людей, которые еще к этому не готовы, не очищены, ну, может закончиться печально. Понимая это, в общем-то, как-то я не призываю к таким длительным отказам от еды. Да, неделька, вторая вполне нормально для поддержания тонуса, для очищения организма. Тем более, что когда делаем съемки вот этих длительных отказов от еды, ну, это не приносит мне никаких прибылей, скажем так, да. Более того, даже сейчас я все меньше приглашаю сюда отказываться от еды индивидуально, больше устраиваю группы. Вот это состояние тишины и покоя мне намного дороже всех материальных благ, скажем так. Вот. Но единственное, что хочется, просто хочется делиться этим состоянием. Может быть, для этого я и делаю, чтобы поделиться с вами, и чтобы вы сами нашли в себе какие-то возможности, силы соединения со своим внутренним. Потому что это не аскеза, это не сила воли, это не доказательство кому-то или что-то. Это просто, ну, такой образ жизни, когда ты выделяешь себе некий пласт, в котором ты находишься без питания и едой, и водой. Вот. И иногда просто хочется поделиться с друзьями этим состоянием. Ну и очень радует, конечно, и позитивные отзывы, что кому-то это помогает, ну, как бы поддержать немножко, такая моральная хотя бы поддержка. Вот. Ну и много таких интересных критических отзывов, когда люди, то, что называется, там пытаются троллить. Ну, таких обычно как-то не очень много. Поэтому 2 месяца прошло. Жив, здоров, как говорится в анекдоте, как ваше здоровье, не дождетесь. Вот, пока я не помирать не собираюсь, в конце отдавать. Вот. Хотя переживание смерти — это тоже очень интересное состояние. Хорошо, если будут какие-то вопросы, лучше писать в контакт, потому что это видео выкладывается на YouTube, но я очень редко туда захожу и очень редко смотрю комментарии. Так что не обижайтесь, если кому-то что-то не отвечаю. И ВКонтакте очень много сообщений, и старайтесь тоже писать по существу, по делу, а не так развлекаться у кого, где прыщик вскочил или еще что-то.
Всем счастья, здоровья, любви, понимания, единения с внутренним я, с природой, с потоком этой жизни.